Сегодня мы поговорим о тех проектах, которые могли бы быть русскими. Петр I, взревновав, распорядился готовить русскую экспедицию на Мадагаскар. И вот в 1799 создается российско-американская компания. В конце концов, со всех сторон на Александра II надавили, и он принял глубоко неверное решение. Аляска была продана за 7 миллионов 200 тысяч долларов. На Гавайях мы появились тоже в результате деятельности российско-американской компании. Вот как могло случиться, что Александр, умнейший человек, отказался от приобретения жемчужины Тихоокеанской, просто падающей в руки России? Непонятно. Где находится новая Москва, новая русская колония? На ничейной земле. Она находится прямо напротив самого узкого пролива выхода из Красного моря в Индийский океан. Усилиями Миклуха Маклая эта огромная территория чуть не обрела статус российского протектората. Дорогие друзья, любители русской истории, добрый день. Мы очень благодарны вам за вопросы и комментарии, которые вы пишете в разных соцсетях, где размещается наш проект. Небольшого числа лекций о том, как собиралась русская земля. Благодарны вам за вопросы, которые вы задаете. И вот среди этих вопросов, кстати, задавайте их побольше, пишите комментарии, потому что они помогают нам по ходу дела наш курс модернизировать, изменять и даже добавлять в него новые темы. Много вопросов, почему мы все время, говоря об экспансии, о расширении страны, о расширении русских земель, делаем упор только на усилия государства, правительства, князей, царей, императоров и прочее. Почему мы так мало говорим о естественной народной колонизации? Под народной колонизацией, конечно, в первую очередь имеется в виду, я так догадываюсь, феномен русского казачества. Казаки – это совершенно уникальная вещь. Это особая страница в нашей истории. Процесс собирания русских земель представить без казаков невозможно. По образному выражению кого-то из великих, по-моему, Льва Николаевича Толстого, границы Российской империи лежат на острие казачьей пики. Прежде всего, давайте начнем с понятия. Что означает слово «казак»? Общепринятое представление, что казак – слово тюркского происхождения, означает кочевник, вольный человек, свободный человек. То есть кто-то, кто отделился от своего рода и самостоятельно, свободно живет в степи, храбрый, смелый, свободный человек. Кстати, ту же самую этимологию имеет и слово, знакомое всем нам, казах. Известно, что до образования Казахстана и Казахской Советской Социалистической Республики в составе СССР примерно эта территория поменьше называлась после гражданской войны Казахская автономная республика в составе, кстати, РСФСР. Собирательное представление о том, что казак – вольный человек, пытались потом много раз эксплуатировать. Самые разные интересанты. Например, немцы. Фашисты. Было придумано, что казаки – это вообще отдельный этнос, который происходит от германцев. Не поверите, да? То есть казаки – это урожденные германцы, древние, позднеантичные готы, их потомки. Поэтому несчастные, трагические, отрицательные, безусловно, фигуры в нашей истории, генералы Краснов, Шкуро, заблудившиеся, которые в годы Второй мировой попутав, что такое война с большевизмом, что такое война с правительством, а что такое война с собственным народом и с собственной страной. Вот они пытались формировать казачьи части коллаборационистов. Не очень это, честно говоря, у них получалось. Части эти были немногочисленны, ненадежны и неэффективны. То есть, если как-то поддерживать полицейский порядок на оккупированных территориях, они еще немцам иногда помогали, то в столкновениях с партизанами, а тем более регулярными частями Красной Армии, воевать никаким желанием не горели. И при первой же возможности их отправляли куда-то в Европу, туда подальше от линии фронта.
Много есть невероятных историй в своей книге «Война. 39-45. Мифы СССР». Привожу по документам историю, как один немецкий эсэсовский офицер решил проучить казачьего Исаула, что-то на него наорав, тот наорал на него в ответ, тогда немец высшая раса, мы же понимаем, значит, снял перчатки, влепил перчатками так и пощечину Исаулу перед строем казачьим. Ну, Исаул, как говорится, вытерся, легким движением руки достал шашку и отрубил голову этому эсэсовскому офицеру на глазах у всех. Недисциплинированные были казацкие части, тяжело с ними было, хоть и пытались германцы запудрить им мозги, что они тоже потомки готов. Что касается вообще происхождения казачества, откуда пошли есть казаки, у ученых очень много разных теорий. Шутят, сколько исследователей, столько мнений на этот счет. Великий Гумилев полагал, что казаки произошли от хазаров. Хазары, казаки, ну, что-то есть на слух. Есть версия, что это некий особый этнос людей, проживавших вот вдоль морей Черноморского, Азовского, как-то там формировался, перемешивался. Известно только то, что когда казачество, конец 14-15 век, впервые появляется в русских летописях, то слово «казак» носит в основном значение охранник, стражник. И это уже совсем не этническое понятие, это понятие скорее профессиональное, сословное, военный человек. Казачьих войск было множество впоследствии в нашей истории. Самых два известных – это Запорожское и Донское, главное. От них, собственно, так либо иначе проистекали потом все остальные. Кубанское, Терское, Сибирское, Забайкальское. Я их всех перечислять не буду, тем более, что они трансформировались, сливались, разъединялись. Одно переходило в другое. Дело не в этом. Мы должны понимать, что это явление русское. Казаки христиане, православные в первую очередь, и поэтому они всегда выступали защитниками не только русского мира, вот русской идеи, но и защитниками веры. Это отдельный пункт всегда был у казаков. Но не исключительно. Было среди казаков немало и мусульман. Постепенно ассимилировались и буддисты, калмыки-казаки. Были десятки тысяч калмыков, служило в казацких войсках. Были казачьи части и в других странах. Ну, в основном те, которые уходили так либо иначе из России и оказывались либо под скипетром турецкого султана, казаки на территории Османской империи. Понятно, что казаки, которые какое-то время служили по присяге в Речи Посполитой, в Польше, в Австрии оказывались казачьи отряды. Вы не поверите, но даже в Японии были казачьи союзы, войско небольшое, но это те, которые не приняли советскую власть, казаки ушли в Японию, пытались сохранить там свою идентичность. Но в целом, еще раз подчеркну, можно выделить две таких базы прародины казачества. Это запорожские казаки. Кстати, никогда их в России у нас не называли ни запорожцами, ни, боже упаси, украинцами. Такого слова не понимали тогда. Не даже малороссийским казачеством, это позже появилось уже. Их изначально называли во времена Богдана Хмельницкого и ранее тем более черкасами. Казачество с Днепра, с порогов. Ну и донцы, казаки донские. Все остальные, повторюсь, так либо иначе происходили от них. Немного о геополитических причинах появления казачества. В первую очередь я больше буду говорить, естественно, о Донском, как о большом. Его даже уже в XIX веке так официально называли. Главное Донское казачье войско. Как оно появилось? Нашествие Батыя, юг Руси просто зачистило. Население ушло на север, к лесу ближе, где можно спрятаться, где спокойнее, безопаснее, ближе к Новгороду, к Москве. Потом впоследствии путешественники, ну, купцы русские, даже фряжские, итальянские, когда описывали свои впечатления, когда они проезжали по Южной Руси, по степной зоне, в 15 веке писали, что вообще на Дону оседлых людей не видели. Это пустая степь, только сожженные, разрушенные остатки старых селений и городов. Но постепенно с севера, и с разных других районов началось выдвижение в эти опустевшие места, поспокойнее стало чуть-чуть, разных удалых молодых людей.
и не только русских, и нагайцы, и, опять же, калмыки, тюрки, стали ходить в эти свободные, благодатные земли, теплые, поначалу на промысел. Зверья там, рыбы, немерено. Можно приехать на лето, на полгода, поселиться, попромышлять, подкрепиться, что-то заработать. Один казак, понятно, в поле воина, но когда 100, это уже вооруженная сила, это отряд. И тогда можно чем-то, собравшись вместе, поживиться, что-то угнать из татарского стада, неподготовленный караван купцов без охраны, ограбить, предложить свои услуги, крышу. Мы вас проводим до точки за вознаграждение. Или сразу все заберем. Вольно, немного разбойная жизнь. Называлось это «Пойти на Дон в молодечество». Постепенно мы понимаем, да, как у нас государство развивалось, значит, русские князья и цари всячески стремились вот эту южную границу тоже сдвинуть все дальше, 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 вниз по карте на юг, эти земли освоить. Заодно отодвинуть опасную черту, с которой шли набеги постоянно с юга кочевников на русские центральные города. Строились засечные черты, я об этом подробно рассказывал. Сверху идет с севера правительственное освоение, передвижение границы, колонизация. Но дальше в районе степи действительно происходит колонизация естественная, народная, по поводу которой вы и задавали мне вопросы. В чем-то она схожа с колонизацией американской. Вот этот Go West на Дикий Запад, а у нас шли на юг. Разница заключается только в том, что, как, кстати, у нас и в США, правительство по мере сил как-то это поддерживает, но это естественное движение свободных людей на неосвоенные земли. Отождествлять процесс колонизации нашей с американской мы не будем. Как это не поразительно, но наша была как-то помягче, погуманнее. Хотя идеализировать не будем, это был фронтир, это была удобная для правительства история, когда частные ватаги, частные вооруженные отряды на полном как бы самообеспечении, плюс ко всему еще и защищают Русь, государство, защищают на основании и собственной воли, и договоры. Правительство посылало туда, то жалование пошлет, то порох этим поселенцам, зелье тогда говорилось, свинец, пули, ядра, пищали до остружья, снабдит оружием, хлебом, что тоже важно, поскольку поначалу землю казаки не пахали. Считалось это делом не модным, не престижным. И что, крестьяне какие-то? Хочешь пахать, иди в Рязани, и Владимир, Суздаль, и паши. У тебя еще помещик заберет. Земля-то его себе долю существенную. Там шел уже процесс закрепощения полным ходом. А здесь мы люди свободные. Рыбу половили, осетра, пойдем за зипунами на татар. А когда соберется отряд побольше, на крымчаков пойдем, на турок, на Азов. За зипунами это такое образное выражение. В военный поход. За наживой. Конечно, среди казаков были не только такие добровольцы, энтузиасты, но и много беглых. Те, кто бежали от притеснения, от невыгодных условий, от кабалы, от начинавшегося процесса закрепощения, от опричнины, по любым причинам. Те, кто совершили какие-то правонарушения, выражаясь современным языком, на юг, в свободные земли, на Дон. Во-первых, никто тебя там не найдет, а если найдут, то свои не выдадут, потому что потом появится принцип, главное, казачий. С Дона выдачи нет. У нас свой суд. Если у вас, у московских, есть к нашим, к донским претензии, вы изложите, мы сами разберемся. Сочтем нужным, накажем. Но сами. При Иоанне Грозном казаки уже занимали огромные территории в нижнем течении Дона, постепенно расширяясь, селились на всех притоках. Хопер, Северский Донец, стали основывать колонии, поселения в Предкавказе, в окрестностях реки Терех. Так появится будущее Терское казачье войско, одно из наиболее боевых, потому что там, конечно, условия были самые, что ни на есть, военные. Казачье войско не всегда было таким государствоориентированным. Не надо думать, что они только думали о том, как защитить наши границы, не оформленные тогда никак русского государства, и какой нанести урон нашим неприятелям, там, персам, туркам, крымчакам. Конечно, нет. За зипунами могли пойти и на русские города, земли, хотя, конечно,
к иноверцам-то приятнее, как-то поспокойнее. Нанимались на воинскую службу и к полякам, и к литвинам, к тем же крымским татарам, ну и сами активно участвовали во всех раздорах в годы смуты, кому только казачьи отряды не служили, кому они только не присягали, каким Лжедмитрием, Шуйским, Болотниковым, собственно, всем подряд. Вместе с поляками казачьи отряды осаждали упорно Троице-Сергиеву лавру, как раз, кстати, донские казаки. Но потом на каком-то этапе им стало стыдно, что как-то с католиками заодно против наших православных, и ушли. Ушли, да еще и предупредили осажденных о разных польских военных планах и секретах. Сильно нашим тем самым помогли. Численность казачества росла. И если с самого начала казаки – это в основном моряки, как ни странно, потому что вот этих на казачьих лугах и порода боевых небольших кораблях, они ходят по рекам, вдоль побережья Черного Азовского моря, то со временем, кстати говоря, под влиянием тюрок и калмыков, прирожденных наездников, все больше и больше они становятся кавалерийскими частями, овладевая уникальной в будущем казацкой тактикой кавалерийского боя и, конечно, фантастическим владением с лошади, с коня, всеми видами холодного и огнестрельного оружия. Недаром потом, спустя много сотен лет, Наполеон Бонапарт будет говорить, это лучшая в истории мировой и в мире конница. И если бы у него самого было несколько казацких бригад, дивизий, то наверняка бы дошел Бонапарт до Индии. Любят на Дону рассказывать разного рода легенды и исторические анекдоты, один из которых мне более всего нравится, как Платов был знаком с Бонапартом, был ему представлен. И вот по легенде Бонапарт полу в шутку сказал Платова: можно ли как-то прислать мне дивизию, 1010 казаков с Дона во французскую армию, в долгу не останусь. Платов сказал, что если вы мне пришлете из Франции 10 тысяч француженок, только получше, поотборнее, то я вам обещаю, через некоторое время получите нормальных донских казаков. У казаков, кстати, были проблемы с девушками, надо сказать. Какого плана? Не то, что вы подумали. Тогда проблем таких вообще не было никогда. И даже не подозревали об их существовании. Вопрос в другом, что мужское население в основном ходило в молодечество. Поэтому активно казаки и с местными, кстати, женились, и с татарками, и с Кавказа брали жен себе. В полон уводили. Точно так же могли и турчанок в полон увезти. Это не только турки нас, но и казаки турчанок. И наших могли девчонок тоже забрать. В общем, девушек там некоторое время не хватало. Вот, зато потом какие появлялись, понимаете, пока муж воюет, донская казачка, хозяйка дома, это особый характер, особая совершенно энергетика. Ну, в общем, посмотрите «Тихий Дон», фильм, все поймете. Годы смуты казаки поддерживали, как я сказал, самозванцев, грабили и московские окрестные села, монастыри, активно вмешивались во внутреннюю политику. Они, кстати, самым активным образом участвовали в выборах царя. Казацкие разные фракции и отряды. Большая боевая сила организованная. Есть легенда, я эту легенду описал у себя в романе «Стена», про то, как прямо во время выборов на Земском соборе, когда в очередной раз, у нас же там изначально 15 кандидатов в цари было. Не все были зарегистрированы, их число сокращалось по ходу дела, но все равно осталось несколько наиболее очевидных кандидатов, в том числе князь Трубецкой, который активно рассчитывал как раз на казацкую поддержку. А сами казаки, как ни странно, они вот в большей степени ориентировались на Романова. И вот в разгар шумных дебатов кто-то из казацких старшин, атаманов, якобы, по легенде, достал саблю и швырнул ее на стол, за которым сидел президиум Центральной избирательной комиссии того времени. Завален стол был разного рода бумагами, списками, ходатайствами. Весомо саблю поверх этих бумаг положил, сказав, что это так, тут сквозняк дует, чтобы бумаги не улетели. Кладу вам
Ну, имейте в виду, что казачество за Михаила Романова. Так, для информации. Центр избирком намек понял, и Михаил Романов получил максимальное большинство голосов, значит, ну, тем более при такой очевидной поддержке массовой казачества. История действительно легендарная. Я даже придумал, там что-то была сабля непростая, и казак был непростой, а сабля это была того самого воеводы Михаила Шейна, который руководил обороной легендарной Смоленском. Но дело не в этом. Мы должны понимать, что многое во внутренней политике, действительно в годы смуты и выборах царя, казачество определяло. Вообще правительство прекрасно понимало, что даже при всех издержках существования такой трудноуправляемой вольницы на южных границах, это несет и большую выгоду. Потому что казачество – это огромная частная армия. ЧВК, причем не одна, а много, очень инициативные. Если их снабжать и поддерживать, то они много могут сделать полезных дел. Могут что-нибудь захватить сами и потом передать под руку московскому государю. Я напомню, что Иван Грозный, конечно, Казань брал, Астрахань брал, но с формальной точки зрения Астрахань взяли как раз инициативные казачьи отряды. Они, собственно, подошли к Астрахани после долгой многолетней осады Казани, о чем все были наслышаны. И Астрахань открыла ворота. Сопротивляться они не собирались. Казаки въехали, взяли город под контроль и затем на блюдечке передали государю Ивану Грозному. Это не значит, что без казаков Грозный бы не взял Астрахань. Конечно, взял бы. Но без боя, легко, и вроде как никто не против. А если бы была какая-нибудь большая международная проблема, предположим, вдруг бы за Астрахань вздумал вступиться Константинополь, Османская империя, то всегда можно было сделать шаг назад и сказать: нет, нет, это инициативщики, это не мы. Так, кстати, и поступили, когда спустя несколько уже десятилетий, в середине следующего века, разные казачьи отряды неожиданно возьмут Азов, мощную турецкую крепость, которую потом двумя походами тяжело спустя много-много лет будет брать Петр I. Возьмут Азов и удержат его на протяжении нескольких лет, несмотря на неоднократно посылаемые большие военные экспедиции из Константинополя, будут держать Азов. Более того, будут просить, чтобы Азов перешел под Москву вместе с ними. Долго размышляя, взвешивая все риски, правительство Романова не примет этот подарок из казачьих рук. Мы к ним отношения не имеем. Хотя, конечно, порохом, оружием, деньгами и хлебом азовцев тоже поддерживали. В общем, удобный инструмент. Упрощенно мы разделим казаков на две категории – вольных и служилых. Вольные – это те, кто могут получать какую-то поддержку от государя, от Москвы или от поляков, но при этом у них тотальное самоуправление, независимая собственная политика, в том числе внешняя. Вольные могут признавать некие обязательства, например, перед Москвой, но присягу не принимать. Крест не целовали казаки долгое время. Говорили: мы служим Руси, государю, но правительству подчиняться не будем. Постепенно появлялось все более и более служилых казаков. Их тоже условно можно разделить на городовых или полковых и станичных, пограничных, сторожевых. Они использовались, соответственно, правительством для защиты городов и сторожевых постов, за что получали уже официально землю и жалования. Как социальная группа, можем сказать, что были ближе к стрельцам. Самое большое вольное войско, вольная территория, которая постепенно, на протяжении долгого времени приобретала характер служилого казачества, как я сказал, было войско Донское. После возмущения Степана Разина правительство все-таки решило, что надо как-то формализовать отношения, и удалось Алексею Михайловичу привести к присяге в целом войско Донское в 1671 году. Это дата, когда формально, юридически огромные территории присоединились к московскому государству. Территории войска Донского. Большая часть современной Ростовской области и значительная западная часть Волгоградской области. Она продолжала оставаться в большей либо меньшей степени самоуправляемой, очень-очень особый субъект федерации,
эта территория не уменьшалась, она только увеличивалась, потому что цари, императоры, было удобно взаимодействовать с войском донским, поэтому они им за службу добавляли дополнительных земель, передавая и окрестные уезды, территории тоже в управление донскому войску. Как это войско управлялось? Довольно интересная система самоуправления. Войсковой круг. Практически аналог новгородского веча или древнегреческого полиса, или еще более, мне нравится аналогия с древней патриархальной Римской республикой, когда каждый гражданин, голосующий, был еще и воином, он обязан был, помимо свободы, собственности, иметь меч, оружие, защищать республику. Вот, собственно, опять же, пусть на мелочах меня не ловят специалисты по Древнему Риму, но вот принцип управления был примерно такой же. В станицах казаки собирались на станичный круг. На этом кругу, на общем собрании, право голоса имел каждый казак. Решение принималось большинством голосов. Избирательного ценза, имущественного, еще какого-то, не было никакого. То есть выборы были всеобщими. Ну, кроме женщин, разумеется, не женское это дело во всем мире тогда. Далее. Станичный круг выдвигал ответственных депутатов для участия в следующем этапе выборов уже на общевойсковом кругу. На этом кругу выбирался атаман всего казачьего войска и его помощники, есаулы, можно сказать, правительство областное. Им поручалось от имени избирателей, станичников, исполнение принятых решений. Система, когда не прямые выборы атамана, а через выборщиков, то есть многоступенчатые, изначально так строилась советская власть. Ты не выбираешь депутата парламента британского, которого ты никогда в глаза не видел, не знаешь, кто он там и так далее, депутат Государственной Думы. Нет, ты из своего круга выбираешь делегатов, которых ты знаешь, которым ты доверяешь. Они на следующем уровне тоже выбирают следующих делегатов на следующий уровень власти, которых они знают и которым доверяют. Вот эта многоступенчатая система, которая довольно быстро в Советском Союзе все-таки видоизменилась, приблизившись к классической парламентской демократии, эта система очень родственна на самом деле вот выборам в Донском казачьем войске. Получается, что уровень самоуправления Донского войска, это огромной территории, был значительно выше не только, чем у современного субъекта федерации. Даже сравнить не с чем. Сравним с Соединенными Штатами, со штатом? Нет, гораздо больше. Больше, чем у швейцарских кантонов. Потому что у Донского войска, помимо полного самоуправления, ограничения только во внешней политике и в присяге центральной власти, и еще и собственное органы безопасности, все полицейские функции на территории войска выполняют те же самые казаки. Собственная армия, потому что все они и есть армия, никаких внешних налогов, они полностью освобождены от любого. Казаки были внешнее налогообложение до самого конца, до революции. Обязанность одна своей Донской казачьей армии нести воинскую службу по охране государства, ничего более. В Российской империи в каком-то смысле отчасти подобными привилегиями пользовалась еще две составляющих нашей необъятной страны. Это царство польское и Великое княжество финляндское. Они были чем-то похожи по уровню самоуправления с Донским и впоследствии еще иными казачьими объединениями. Даже когда правительство платило им прямое жалование, то есть оплачивало услуги казачества, военные, охранные и прочее, это жалование выдавалось через посольский приказ, через Министерство иностранных дел. То есть к ним относились не как к части России, к ним относились как к некому союзному объединению, близкой по духу, родственной, почти своей, но независимой территории и организации. Ну а когда Донское казачье войско, главное Донское войско, уже стало неразрывной внутренней территорией Российской империи, территория, как я сказал, его только выросла. К ним добавили Азов, Таганрог, еще северную часть современной Волгоградской области. Если мы посмотрим с вами на карту, то увидим, что и часть Воронежской области современной, Донецка,
Луганска тоже входили в состав Донского казачьего войска. Даже Юзовка, то есть современный Донецк, это тоже граница, но это территория Донского казачества. Никакой не Украины, скажу по секрету. У каждой территории должна быть столица. Столица там, где находится атаман, его правительство. Станица Черкасская или Черкасский городок. Поселение это есть сейчас. Это большая станица, Старочеркасская, к северу от современного Ростова. После смуты казачество превращается в особое сословие служилых людей. Активно участвует во внешних войнах и в обороне. Готовая, тренированная, лояльная военная сила. Городовые казаки, служилые, их нанимали, вербовали на воинскую службу в украинных степных городках. Не только на юге, юго-западе, но и в Приуралье, и в Сибири. Все это называлось украинные городки. Так называли укрепленные крепости, которые строили на окраине границы русского государства, образуя вот такие укрепрайоны, всевозможные засечные укрепленные черты от, опять же, набегов, обозначая так официальную, уже можно сказать, границу государства. Гарнизоны этих украинных крепостей формировались по-разному, где можно было, где были деньги из стрельцов, либо из городовых казаков. Набирали в это городовое казачество беглых и раскольников, и каких-то сосланных преступников могли записать в городовое казачество. Ну, все-таки это же лучше, понимаете, чем с колодкой на шее нести воинскую службу. Вот кто смотрел сериал «Игра престолов», помните, преступников на стену ссылают там, и они вроде как свободные, только уйти не могут. И служба опасна, и холодно. Примерно по такому же принципу преступники могли оказаться среди городового казачества и кровью смыть свою вину, защищая границу Родины. Целиком вся станица выполняла функцию такой пограничной крепости. За жалование. Удобно и эффективно. Кстати сказать, в городовые казаки переселялись потом из Малороссии многие черкасы. Потому что запорожцы тоже становились городовыми казаками вот на территории современной восточной, южной, центральной Украины. Чем сильнее становилось государство, тем более у него было усилий брать это все под контроль, вольницу казачью постепенно зажимать. Тем более, что, конечно, государству совершенно не нравилось вот этот «с дону выдачи нет», «беглых не выдаем», так порядка не будет. Ну как Петр I будет мотивировать свое дворянство и армию соблюдать порядок, систему и слушать вертикаль власти, когда пока помещик на войне дворянин, крестьяне с него сбегут на Дон, а оттуда не вернутся, а денег у него нет. А за что он будет служить Отечеству, если землю его дворянскую обрабатывать некому, пока он жизнью рискует? В общем, Петр I тоже наводил порядок. Казаки вели себя по-разному. Тут и восстание Кондратия Булавина. Кто-то уходил в Османскую империю, кто-то шел на Урал, образовывались новые казачьи поселения, отряды. Так сформировалось будущее самопроизвольное Яицкое казачье войско, ставшее центром пугачевского впоследствии восстания, будущее Уральское казачье войско. С одной стороны, не очень хорошо, что они такие вольные, а с другой стороны, хорошо, инициативные. Страну расширяют. Ведь от присяги же они не отказываются, просто хотят жить посвободнее, чтобы их не трогали, налогов не платить. А если вы нас будете софинансировать, то мы будем вместе крепости строить, защищать. Так возникнут многочисленные такие государственно-частно-казачьи общие боевые крепости и укрепления. Моздок, Грозный, станица Грозная, город Верный, будущее Алма-Ата. Ну и даже строящиеся крепости на Волге после завоевания Казани, Астрахани, Царицын, позже Белгород, еще позже Харьков, Оренбург. Все эти крепости тоже будут опираться не только на финансирование из бюджета, но и на огромную казачью инициативу и поддержку. Петр I включил все донское казачество в состав русской армии, вооруженных сил России на правах регулярного войска. И управлять им теперь должна была военная коллегия. Отменил Петр после восстания Кондратия Булавина и частично самоуправление. Отменил выборность главного атамана. Он тоже сделал это мягко.
всех имеющихся старшин и атаманов оставил до будущих указов при исполнении в должности, но казачий круг теперь сам сместить их без царского согласия не мог. А позже уже при Анне Иоанновне атаман Донского войска стал просто назначаться указом императора, и с тех пор их так и называли наказные атаманы. Сохранялась выборность органов управления, правительства, старшины, но и это потом постепенно было упразднено. А со временем эти есаулы, казачьи старшины, все это было приравнено по табели о рангах к офицерским чинам, поскольку казачьи войска стали частью русской армии, выбирать офицеров – это дело неправильное. Офицеров должны назначать, но старшина казацкая тоже от этого выигрывала. Она получала офицерское жалование, она получала больше финансовой помощи, она получила все права дворянства, право покупать себе крепостных, вести полноценное уже помещичье хозяйство. Об этом тоже попозже поговорим. Правда, круг, вот это вече казацкое, он продолжал существовать еще долгое время, до Екатерины. Потом постепенно это все замещалось гражданским правительством, но тоже правительство состояло из казаков, то есть все было очень смешано. Атаман назначался, но согласовывался, правительство утверждалось, но оно было из того же самого казачества. Государство пыталось управлять, решать вопросы о власти, но вот что удалось Екатерине, это ликвидировать самую сложно управляемую вольницу, так называемое войско Запорожское. Решив вопрос о власти, стали вмешиваться в земельные отношения на казачьих территориях, устанавливать размер наделов, казаков, старшин, селить на казацкой земле не казаков. Казаков переписывали всех, то есть составляли особое служилое сословие, потому что если он не казак на казачьей земле, то должен платить налог. А казаки от налога освобождались. Не платишь налогов, ведешь беспошлинную торговлю, владеешь землей, должен перед государством нести военную службу. Казачья военная служба при Екатерине была пожизненной. Впоследствии Александр ввел 30 лет службы войска Донского казачества со своим оружием и обязательно со своими 2 лошадьми. Начинаешь службу лет в 16, раньше взрослели не так, как сейчас. Уже в 16 мужчина, воин. Если доживешь, повезет, в 46 заканчиваешь. То есть огромный такой супер мобилизационный ресурс. Да еще воины обученные, организованные, в полки, в сотни, сплоченные, со своей тактикой, лучшая кавалерия в мире. Много создавалось из донцов, при помощи донцов, по той же технологии. Я перечислять их все не буду. Это было и волжское, терское казачество тоже стихийно донцами пополнялось. Оренбургское для охраны Оренбургской укрепленной линии. Яицкое казачество такое стихийно само по себе на Южном Урале. Потом появится сибирское, забайкальское, амурское, уссурийское. Ликвидированное запорожское казачье войско по ходатайству Потемкина, по ходатайству самих запорожцев, им предложат другие земли. От этой вольницы в центре страны уже смысла никакого не было. Предложили им переселиться, опять же, на окраины, на границы, на новые земли. Из них появится сначала Черноморское казачье, а потом частью оно соединится с донцами, Кубанское казачье войско, которое станет вторым по значимости, знаменитости после Донского. Уже при Александре II войсковому атаману присвоят права генерал-губернатора и командующего войсками военного округа. Таким образом, в руках казачьего атамана вся и военная, и исполнительная, административная власть на территории своего войска. Поскольку Донская область заселялась не казаками, их становилось со временем все больше и больше и больше. Где-то уже к концу XIX века население около 3 миллионов в Донской области, я так это назову. Из них казаков только 1 миллион. Каждый третий. Остальные пришлые, рабочие, там же промышленность развивается. Торговцы приезжают из других регионов. Какой-то казачий офицер может умудриться выделить свой надел земли. В основном земля была собственностью общины казачьей. Но можно было и выделить как-то свой надел и продать, например, помещику из Центральной России, не казаку. Кстати сказать, в отношении крепостничества, там немного было крепостных на территории войска Донского, потому что своих
казаков закрепощать нехорошо. Ну так не принято, даже если он должен по полной уши, и денег у него нет, и готов он отдаться за долги. Ну, так не принято. Все-таки сельхозрабочими работали бедные казаки. Расслоение происходило, конечно. Но кто-то из казацких офицеров мог, в общем, пока он воюет, и купить крепостных и привезти из Центральной России. Сохранялся очень тщательно до революции особый сословный статус казачества. Первое – это иррегулярное войско. Их жизнью продолжали руководить войсковые начальники, а не только параллельная гражданская администрация. Опять же, все переплетено было. После введения отмены рекрутского набора и введения всеобщей воинской повинности, эта повинность, естественно, распространилась на всех мужчин-казаков, и служили казаки дольше, чем просто по призыву. У нас-то по призыву, в общем, служили далеко не все. Я могу отослать вас. У меня есть несколько лекций о реформах Александра II, в том числе и о военной реформе. Огромное количество освобождений было от воинской повинности в те годы. Вот освобождения только казачества не касались. Казаки служили все и служили дольше. Важнейшей привилегией казачества оставалось освобождение от налогов, от подушной подати, от земского сбора, право безналоговой торговли в пределах своей территории, в пределах Донской области и других областей казачьих. Это касалось и других казаков тоже. Естественно, особые права на льготное пользование казенными угодьями, там, ловля рыбы и прочее, прочее. Чтобы казаков не становилось слишком много, освобожденных от налогов, на каком-то этапе Николай I издал указ о запрете казакам жениться на иногородних, потому что приезжали девушки из Центральной России, из Малороссии, откуда-то с Урала. Выйдя замуж за казаков, становились казачками, и таким образом число безналоговых семейств росло. А это, как говорит Антон Германович Силуанов, выпадающие доходы. Допускать этого нельзя. Но потом этот запрет, естественно, отменили, потому что смысла в этом никакого не было на самом деле. Хотя советская власть с казачеством боролась беспощадно, я рассказывать сейчас о страшных вещах расказачивания не буду, ибо это совсем не касается нашей темы расширения русских земель. Но, в общем, среди казаков мало кто поддержал советскую власть. Считается по максимуму процентов 15-20. Несколько слов о запорожцах, о других войсках. Запорожское казачество формировалось на территории Поднепровья. Первоначально представляло ряд разрозненных военных укреплений, городков или засека. А засека – это что? Это и есть сечь, либо хуторов, поселений, окраина страны. Там они жили. То есть понятие географическое. Позднее запорожцы объединились в некую квази-государственную организацию, вот войско запорожское. Этнически преимущественно это были русские, православные. Было немало и татар там. Характер буйный. Внешне немного отличались модой, одежды, шаровары, рубахи, прическа. Немного по-другому, чем у донцов. Но принцип самоуправления такой же. Столицей было главное военное укрепление. Вот та самая сечь, где пребывало руководство запорожского войска. Москва пыталась своих казаков переписывать, Польша пыталась переписывать запорожцев. Составляла реестр. Реестровым казакам за службу платила жалование. И даже дала тоже дополнительные территории. Часть современной Киевской, Черниговской области, часть Браславского, тогда воеводства Речи Посполитой, тоже отошла под управление войска Запорожского. Называлось это войско русское, его королевского величества Запорожское с землями. Минусы были какие? Ну, во-первых, платили поляки мало, жадничали. А запорожцы хотели, чтобы больше получать, чтобы расширить число этих реестровых казаков. Корона не соглашалась. Во-вторых, в отличие от Москвы, от русских, поляки казаков ровнее не считали. Даже казачья старшина никаким образом не приравнивалась к польской шляхте. Ну, а бедное казачество – это вообще, так сказать, почти что недолюди. В-третьих, религиозное разграничение. Поэтому к власти, к политической казачество категорически не допускалось.
Усилия бесконечные польской короны по ополячиванию и окатоличиванию этих земель, естественно, вызывали у казаков раздражение и возмущение. А тогда вопрос веры играл совершенно другое значение, чем сейчас. Вот все эти факторы складывались. В конце концов, восстание Богдана Хмельницкого, Переяславская рада и переход в русское подданство всего войска, которое стало теперь называться чуть-чуть по-другому и стало автономией в составе московского государства. А название стало теперь «Войско русское его царского величества». Когда в XVIII веке после всех успешных русско-турецких войн, присоединения Новороссии, Крыма, Кубани, Бессарабии, так получилось, что запорожское войско стало внутренним анклавом самоуправляемым. Глубоко в тылу, внутри России, конечно, никакого смысла существования такой вольницы внутри государства не было. Поэтому и предложили им переехать. В 1775 году ликвидация Запорожской сечи. Запорожская сечь переехала большей своей частью к Черному морю и составила костяк кубанского казачьего войска. Но опять же вместе с донцами и другими соседними казачьими объединениями. Первые казаки появились там еще во времена Ивана Грозного. Селились по берегу Терека. Это были, наверное, самые отчаянные парни. С кавказцами рядом жить, ну, как-то уживались, то есть как-то женились, находили общие интересы. Ну, вообще, надо сказать, что местное население относилось к казачьим поселениям довольно лояльно. На Кавказе всегда уважали храбрых мужчин с оружием, способных за себя постоять. Ну, а в случае беды казаки помогали местным горцам, племенам тоже защищаться от персов, от турок. Торговали. В общем, это было удобно, выгодно. Взаимодействуя с казаками постепенно довольно многие кавказские племена, кабардинские, адыгские князья постепенно добровольно переходили в подданство Москвы на службу московскому государству, потому что видели, что это надежно и необременительно. Москва тебя не достает, ты внутри живешь сам по себе, то в случае чего поможет, защитит. Казачьи поселения сосредоточились как в бассейне Терека, в устье и еще на гребнях, на правом берегу. Появилось так называемое Гребенское казачье войско. Петр их уговорил еще шире расселяться, создавать линии укрепленные. Так строилась постепенно Кавказская казачья линия. Затем, когда Петр предпринимал походы на Кавказ, там, в районе современного Дагестана, туда переселялись казаки. Причем часто Петр это делал организованно. 1000 казацких семей с Дона и вот переселил их в район Дагестана. Обычная практика по тем временам, мол, вот, ребята, вам земля новая, обосновывайтесь, стройте станицы, защищайте страну. В конце концов, несколько казачьих войск независимых появилось на Кавказе. Это самый такой был тяжелый участок для казачьей службы. Если мы возьмем такую стандартную станицу, она мало чем напоминала мирную деревню русскую. Городок большой, окопан рвом по кругу, обнесен земляным валом и плетяным тыном-частоколом почти небольшой крепостной деревянной стеной. Ворота, на столбах вышки, там часовые. У съезжей станичной избы висел колокол, который звонил в набат в случае приближения неприятеля. На специальных башнях всегда готовы были зажечь костер, чтобы предупредить соседние станицы. В общем, такие как форты на Диком Западе, на самом деле. Между станицами стояли всегда посты стационарные на таких расстояниях, опять же, чтобы можно было быстро доскакать, передать информацию. Все животные и люди на ночь заводились вовнутрь, прятались под защиту станичной ограды. Вообще казак, золотое правило, никогда за границу станицы без оружия не выезжал. Тревожная была жизнь, но привыкали, жили. Это были очень боевые люди. Сыграют потом большую роль в Кавказской войне. Это будет серьезная опора, кстати, для русской армии. Когда начнется Кавказская война, большая, в XIX веке. Казаки к тому моменту стали сами очень похожи на горцев. Они переняли у них
легкое удобное воинское снаряжение, овладели джигитовкой, даже строили не такие русские избы бревенчатые, к которым привыкли, а строили такие хаты, как у горцев. Но веру, язык казаки сберегли. Там и старообрядцев было немало. В общем, такое настоящее пограничная стража. Почему так важно понимать нам, что казачья экспансия – это русская экспансия? На Западе в 20 веке регулярно разрабатывались и обсуждались разные варианты по расчленению исторической России, отторжению от них того, что на Западе называют колонизированными национальными окраинами. Среди этих теорий давным-давно стала обсуждаться теория о существовании в умах англосаксонских ученых некой отдельной страны под названием Казакия. Так и пишется по-английски «Казакия». В США был принят закон в 1959 году, 86-90. Этот закон о порабощенных нациях России. Вот в числе этих порабощенных наций фигурировал и отдельный народ казакс. Шутки шутками, вроде уже и Советский Союз закончился, и коммунистов нет у власти, и 91 год, а закон никто не отменял. Все мечтают американцы казакс от России отсоединить. Хотя на полную историческую абсурдность самого понятия казаки, даже, в общем, честно говоря, все серьезные американские ученые над этим смеются, пожимают плечами и показывают туда, в сторону Вашингтона. Идея простая – сделать то же самое, что не удалось фашистам в годы войны. Попытаться внедрить так ненавязчиво в головы молодежи, что, мол, вот какие-то особые люди-казаки со временем сформировались, особый этнос вольнолюбивый. Ну, чушь-то, конечно, собачья все. Знаете, если казаки отдельный этнос, то тогда ковбои, пионеры Дикого Запада, не американцы, а тоже отдельный этнос какой-то. А бравые британские моряки, которые путешествовали по всему свету и основывали границы Британской империи, они тогда тоже отдельный морской этнос. Sailors, not English. Так что казачество – это русская колонизация, это уникальный русский социокультурный феномен. Русский цивилизационно, культурно. Казаки дошли до Тихого океана, до Аляски. Да не остановили бы мы их, могли бы пойти и дальше. Знаете, как говорят, где Россия заканчивается? Помните, что ответил президент мальчику? Нигде Россия не заканчивается. Безбрежная у нас страна. Благодаря таким, в том числе и уникальным феноменам истории, как русское казачество. Ибо там граница Российской империи, куда дотянется казачья пика. Спасибо вам за внимание, за любовь к русской истории. В следующий раз мы поговорим о Новороссии, о царстве польском и о княжестве финляндском. До следующей встречи.